Мы знаем, что зерна кофе произрастают на кустах, на деревьях маленьких. And these trees are normally in orchards like this. И вот эти деревья растут в таких на таких огромных плантациях, садах. But in order to make a coffee bean taste the best, you need three things. Но для того, чтобы зерно кофе было самого высокого качества по вкусу, необходимо выполнить три условия. Number one, Во-первых, you need the best tasting bean, right? вам нужен самое вкусное зерно. It's hard to make a poor tasting bean taste good. Очень тяжело зерно низкого качества сделать так, чтобы оно имело хороший вкус. But it's easy to make a good bean taste bad. Но очень легко взять хорошее зерно высокого качества и сделать из него плохой вкус. So it starts with the bean, and we use the world's best. Поэтому все начинается с зерна, и мы используем самое лучшее зерно кофе в мире. Second, most coffee is grown at very low elevations in soil that is alkaline or bitter. Второе, мы знаем, что большинство плантаций кофе находится на низменностях, а не на возвышенностях, и таким образом впитывает в себя ту влагу, на почве, на которой она растет. So if you have beans growing in sour soil, То есть, если, например, эти зерна растут на кислых почвах, it tastes more bitter. то, естественно, уже и вкус получается более горький. But not with the Panama bean. Но только не панамское зерно. In Panama, there's a situation that's unique in the world. На самом деле в Панаме уникальная ситуация для всего мира. There is a chain of volcanoes that go way up into the sky. Там целая гряда вулканов, которая поднимается до больших высот. And for tens of millions of years, И десятки миллионов лет they have put out ash они извергали лаву, that has blanketed the valleys of Panama. которая фактически уже покрывала вот эти низменности на данной территории. And this ash is unique as it breaks down and decomposes, rich with nutrients. И эта лава на самом деле уникальная, поскольку в процессе своего распада она осуществляла подпитку почвы. They are sweet. И она сладкая. A sweet soil То есть, соответственно, почва сладкая for a sweet bean. для сладкого зерна. See, so it makes it even better. И она даже улучшает его качество. Then this bean has been developed and hybridized. Кроме того, это зерно продолжало развиваться и получались различные гибриды его. To produce more flavor. Для того, чтобы обеспечить лучший аромат. And the best flavor. Самый лучший аромат. And to grow in the high altitude. А также оно растет на больших высотах. So the first thing is to have the best bean. Итак, первое, это самого высокого качества зерно. Second, to grow in the sweet soil. Второе, оно растет в сладких почвах. And the third thing that makes it great is to grow at a high altitude. И третье, это зерно кофе растет на больших высотах. Why? Почему? Because there's less atmosphere. Потому что там меньше атмосферного воздействия. So the closer to the sun you get, the less pollution there is. И чем ближе ты к солнцу, тем меньше загрязнения. And so more sunlight gets on. Поэтому большее количество солнечных лучей могут проникать. Because the air is more clear as you get. Потому что вы знаете, что более разреженный воздух, чем выше ты поднимаешься. But the sun becomes more intense. Но в то же время интенсивность солнечного света увеличивается. It's just like if you were tanning at sea level. То же самое, что, например, вот если вы пойдете загорать на уровне моря. You would tan at a certain rate, or you would burn at a certain За какой-то период времени, при какой-то скорости вы обеспечите себе загар. But if you're at the top of the mountain, Но если вы подниметесь на вершину горы, you'd burn fast. вы знаете, что вы сразу сгорите. Because more intensity. Потому что интенсивность проникновения солнечных лучей намного выше. So you produce pigment or a suntan Таким образом производится пигмент, мы его называем загаром. to protect you against the Для sun. того, чтобы защитить кожу от солнечного воздействия. It's nature's way. Это естественный способ защиты. And it's the same in plants, То же самое и в растениях. especially coffee beans. Особенно в зернах кофе. Because they become dark like this Потому что они темнеют, to protect themselves against the sun. защищая себя от солнечного воздействия. So the more intense the sunlight, Поэтому чем больше интенсивность солнечных лучей, the more flavonoids or flavors it produces. тем более аромата оно производит, и тем более флавоноидов воспроизводит, тем большее количество флавоноидов воспроизводит. To enrich the flavor even more. Для того, чтобы еще более обогатить аромат. So that's what we have. И это то, что мы имеем. High altitude
beans, зерна, которые растут на больших высотах, grown in sweet soil, которые растут на сладких почвах. with the sweetest bean in the world. И это самое сладкое зерно кофе в мире. And we're going to give you black coffee today, И мы сегодня дадим вам попробовать черный кофе, with 4 health ingredients. который содержит в себе 4 специальных полезных ингредиента. And for many of you that have sweetened black coffee because it tastes, И для многих из вас, которые добавляли сахар в черный кофе, поскольку обычно черный кофе горький, you're going to find that this coffee вы увидите, что этот кофе may not need it. не требует ничего Because такого. it naturally tastes so good. Потому что он имеет уже естественный сладкий вкус. Smells pretty good too. И, кстати, по запаху тоже очень хороший. Very rich. Очень богатый. Nice. Хорошо? Да? Perfection. Совершенство. Perfection in coffee. Совершенство в кофе. Yeah. So you're going to try it today. Так что вы сегодня попробуйте. Okay, so now, Итак, now the coffee bean gets better. и мы еще более улучшили зерно кофе. And I'm going to tell you why. Я вам расскажу почему. You don't need to know all of this, but since I'm here, I'll give you the explanation why our coffee bean is the best. У вас нет необходимости знать все эти детали, но поскольку я здесь, обязательно все это объясню. И объясню, почему наш кофе самый лучший. Commercial coffee companies will take rows of trees like that and they strip all the beans off in one picking. Вы знаете, что обычно крупные компании при сборе урожая просто используют специальную технику и, скажем так, срезают вот все эти зерна во время сбора урожая. So they will have a machine come through and knock all of the beans off. То есть эта машина подъезжает и полностью срезает все эти зерна. And that's the economical way to do it. И это самый экономичный способ сбора урожая. But they all go into the same big processing system. Но проблема в том, что все эти зерна в итоге попадают в специальные системы для обработки. Sure, most of them are ripe. They wait till they're ripe. Конечно же, большинство из этих зерен уже поспели. But many of them are partially ripe. Но многие из них только частично поспели. Many of them are still green. Многие все еще зеленые. Many of them are still growing. Многие еще растут. And they're all mixed together. И они все это смешивают. So it affects the flavor of the И, coffee. естественно, это сильно влияет на аромат кофе. Not in a good way. И не очень хорошо влияет. And then coffee, of course, the trees take up moisture. И, конечно же, как вы знаете, сами деревья впитывают влагу из почвы. So these beans are full of water Поэтому эти зерна полны влаги, with the other ingredients. а также других ингредиентов. They have to get the water out И каким-то образом им нужно убрать влагу из зерна. because coffee beans have to be roasted. Потому что зерна кофе должны дальше быть прожарены. And because they have a shell on it, И поскольку там имеется такая как бы кожура, if they start to roast it, the water heats up like steam. если они начнут прожаривать, то все это в виде пара начнет испаряться. And then it will explode И взрываться, like popcorn. как попкорн. And they can't have that. И этого допустить нельзя. So they take all of these beans they put together. Поэтому эти компании собирают урожай, вместе смешивают все эти зерна кофе And they kind of crack the shell a little bit. и немножечко растрескивают вот эту кожуру. Then they put them in a big heat chamber with lots of pressure. Поэтому после этого они помещают все эти зерна в большую камеру под давлением And they cook the water out of it. It steams out of it. и выпаривают оттуда всю эту влагу. But not just water leaves. Но не только влага оттуда уходит. Many of the health products, many of the flavors go with it. Большое количество полезных ингредиентов и ароматов также выходит из этих зерен. So because of that, И из-за этого you have a poor selection of beans. очень плохой выбор зерен. And now many of the components are driven off. И многие полезные ингредиенты оттуда также испаряются. We don't do that. Мы не делаем этого. And that's another reason our coffee costs more money. И именно это и есть причиной, почему наш кофе намного дороже. Our beans are hand-picked. Наши зерна собираются только вручную. And a coffee bean tree will be picked 6 to 8 times. И вот к такому дереву в течение всего сбора урожая подходит 6-8 раз за Because сезон. only the right bean is picked, Потому что они собирают только спелые зерна. rather than strip them all in one pass. Вместо того, чтобы просто за один проход все их срезать и смешать. So you can see how that will make a better coffee. Вы видите, насколько это улучшает качество кофе? Then we sun-dry ours. Далее мы просушиваем на солнце наши зерна. There's no high temperature. Никаких высокотемпературных технологий не применяется. They're laid out to dry in the sun. Мы их раскладываем и просушиваем на солнце. And they're turned over every day.
После этого мы переворачиваем каждый день эти зерна. for up to about 2 weeks. Приблизительно в течение 2 недель. And so now just the natural moisture goes, but all the components stay in. Таким образом, естественный процесс выделения всей влаги происходит, но все здоровые, полезные ингредиенты остаются. So now you can see it's intelligent. You understand how you can make a better coffee. И теперь вы уже видите, почему мы делаем самый лучший кофе в мире. But you can also see how it costs more money. Но вы также видите, что это стоит нам намного больше денег. So then they're roasted. Далее, процесс прожаривания. Coffee beans have lots of oil in them. Вы знаете, что в зернах кофе содержится большое количество масла. At least oil-soluble ingredients. По крайней мере, ингредиентов, которые растворяются в масле. It's not like cooking oil. То есть это не то масло, которое мы используем для приготовления пищи. These oils have the flavors. Это масло, которое имеет свой аромат. They have many of the health-building ingredients. Кроме того, это масло содержит большое количество полезных ингредиентов, They support the body to fight cancer. которые поддерживают силы организма в борьбе с раковыми заболеваниями, Rebuild the brain. которые восстанавливают головной мозг, Build clusters of brain cells. которые формируют новые кластеры головного мозга, Build a strong heart. которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, Support repair of the liver, которые восстанавливают the печень, prostate, предстательную железу other organs. и другие органы, Regenerate your body. которые регенерируют ваш организм. But in roasting, most of those are destroyed. Но при прожаривании большинство из этих ингредиентов разрушаются. It's because they put them in an open flame roaster where the И все это потому, что они помещают эти зерна в открытую жарильню, в которой открытое пламя. and they cook them and crystallize them till they're kind of like burnt toast. И они их настолько прожаривают, что они кристаллизуются и очень похожи на то, что вы имеете в тостере. So the oils are just crispy and dry. Таким образом, все это масло высушивается и зерно становится хрустящим. And in doing that, Таким образом, they destroy the good properties and they create health damaging они properties. уничтожают все здоровые характеристики, все здоровые свойства и наоборот формируют нездоровые. And damage a lot of the flavor. И также убивают аромат. But we don't do that. Но мы этого не делаем. We don't use an open flame. Мы не используем систему открытого пламени. We use a system that's called infrared. Мы используем инфракрасную систему просушивания. And it's infrared not roasting, but cooking. Причем это инфракрасное не прожаривание, а пропаривание. So we cook the bean. То есть мы пропариваем зерно. And within the bean itself, И внутри самого зерна, if it comes out roasted in this system, если бы мы прожаривали его с помощью такой системы, the bean is dry and brittle. то зерно становится сухим и хрупким. So it will grind. Для того, чтобы дальше его можно было бы перемолоть. Because oil makes it slip and they can't grind it. Потому что масло не дает возможности перемолоть зерна. So they just dry it out until it's Поэтому они его полностью высушивают до хрупкого состояния. We have a new type of processing a cooker. Однако у нас новая система обработки, пропаривания. And it operates not at 280 but at 120. И используется температура не 280 градусов по Цельсию, а 120. And so with it, we will cook it like you would cook vegetables. И мы пропариваем точно так, как вы, например, пропариваете овощи. To improve the flavor and the Для того, taste. чтобы улучшить их аромат и их качество. And instead of the oils drying out and become brittle, И вместо того, чтобы пережарить и сделать эти зерна хрупкими, they are cooked to perfection. они готовятся до самого совершенного состояния. And throughout the entire bean. И это все происходит по всему периметру зерна. Now the taste is delicious. И теперь вкус очень-очень хороший. It's not destroyed. Ничего не разрушается. And we dial up the flavor that we want. Literally dial it up. И мы фактически обеспечиваем себе аромат, который нам нужен. So it's perfect. Просто совершенный аромат. And then we stop. И на этом останавливаемся. But now we have an oily bean. Но теперь проблема. У нас получается маслянистое зерно. And it has to be ground. А его нужно подвергнуть помолу. So we use a system that others don't use because Поэтому мы используем систему, которую не используют другие. it's too expensive, it's too slow. Поскольку ее очень дорого использовать. И этот процесс довольно продолжительный. But our mission is to preserve the health Но properties. of наша the plant. задача сохранить все здоровые характеристики кофе. So we take this oily bean Поэтому мы берем
Берем это маслянистое зерно, full of the best things in nature, которое наполнено всеми здоровыми естественными ингредиентами, and we freeze it to 150 degrees и below. замораживаем его до температуры минус 150 градусов. And just like water frozen becomes ice, И точно так, как вода в замороженном состоянии превращается в лед, and you can break it, и вы можете его разбить, so the bean with the oil in does too. то же самое и можно сделать с зерном кофе. And so now we shatter that bean И таким образом мы перемалываем это зерно into nano-sized particles, до наночастиц, so small очень мелких that they частиц, dissolve easily, что они очень легко растворяются. and yet they all have the flavor within it. И тем не менее остается аромат. So now it's cooked, not roasted, Таким образом мы готовим зерна, мы не прожариваем их. and all the flavors are ground at cryogenic levels. И very low. все эти ароматы обеспечиваются с помощью криогенных процессов. And we have a bean that tastes like no other. И у нас вкус зерна не подобен, не похож ни на какое другое зерно. We're getting closer and closer to the time that you will taste it. Мы все ближе и ближе подходим к моменту дегустации кофе. Are you savoring that bean? Я думаю, что вы уже чувствуете этот аромат. To try it? Вы уже готовы попробовать? Yeah. It's coming. На подходе. Okay. Now we add 4 powerful health ingredients. Кроме того, мы добавляем в наш кофе 4 очень мощных ингредиента. Besides coffee, with all these great health properties, Кроме кофе, благодаря наличию всех этих полезных веществ, now we add chaga, мы также добавляем сюда чагу. which the Chinese say is the king of all plants for health. И чагу китайцы называют царем всех растений. And we make sure we have a big laboratory. У нас на самом деле имеется большая лаборатория. And all of these ingredients are stable in hot coffee. They're not broken down by И it. все эти ингредиенты являются стабильными в горячем кофе, то есть температура не разрушает ничего. But this is the greatest of them, is chaga. Но это самый мощный компонент чага. We don't just use chaga. Но мы не просто используем чагу. We only take the extract from it. Мы исключительно используем экстракт чаги, That slows down aging, который замедляет процесс старения, that fights cancers, builds the immune system. который воздействует на раковые клетки, который восстанавливает иммунитет. And we concentrate it many, many times. И в несколько раз увеличиваем концентрацию. So 1 cup of coffee Поэтому одна чашка кофе gives you the maximum load of these supplements дает вам максимальное количество этих ингредиентов to improve your health. для того, чтобы улучшить состояние здоровья. Then we add ganoderma. Далее мы добавляем ганодерму. There are some companies saying they're using ganoderma. Некоторые компании говорят, что они используют ганодерму. And they're saying, well, the Chinese say it's the king of herbs. That's not true. И они говорят, что именно ганодерма является царем всех растений, но это неправда. The Chinese don't say that. Китайцы так не говорят. And it's not a herb anyway. It's И вообще это начнем с того, что ганодерма это не трава, it shows how little they know. это гриб. И это показывает просто, какие у них плохие знания. So saying that ganoderma is the king of herbs Если они говорят, что ганодерма это царица всех растений, is like saying a chicken is the king of strawberries. это все равно, что сказать, что курица это царица клубники. Doesn't make sense. Никакого смысла. But we use ganoderma. It's a good product, Но but мы not a great. используем ганодерму. Это очень хороший продукт, но не настолько мощный, как чага. But chaga is truly a great one. Но чага действительно это уникальный продукт. Then we put bacopa in it. Далее бакопа. Again, extract. Опять же, экстракт. And it is so powerful for building the brain. Он настолько мощно восстанавливает мозговую активность And antioxidants. и является сильным антиоксидантом, Building your cardiovascular а system, также восстанавливает сердечно-сосудистую your систему, brains, your nervous system. мозговую систему, нервную систему. And then we use gotu-kola. Again, another great ingredient. И также мы используем готу-кола. Это также один из уникальных ингредиентов. So how can we do all of this and sell product at a competitive price? Итак, как же можем мы все это иметь и тем не менее продавать этот продукт по конкурентной цене? This is the magic of SISEL. Вот это как раз и есть волшебство SISEL. Because we manufacture. Мы производители. We simply go to the growers and the pickers Мы просто обращаемся к фермерам и сборщикам урожая in Panama and buy it. в Панаме и закупаем Buy этот the bean. урожай, закупаем зерно, Process it this way in our farm. обрабатываем его с помощью этих технологических процессов, о которых мы рассказали. And because we're so big, we have this massive buying power. И поскольку мы настолько огромная компания, у нас есть большая покупательская способность, So we can buy these expensive ingredients поэтому мы имеем возможность купить эти дорогие ингредиенты and use them in maximum и concentration. использовать их в максимальной концентрации. And then
После чего and then we eliminate мы удаляем из этой цепи, из этой цепочки all the other costly factors that's involved with making coffee. все остальные очень дорогие факторы, которые влияют на конечную цену кофе. We bypass the association. То есть мы обходим ассоциации кофе. Like Brazil has a coffee. Например, в Бразилии есть своя большая ассоциация кофе, в Панаме есть своя ассоциация кофе, в Мексике есть ассоциация кофе. They buy it from them and they make a profit. Поскольку покупают дальше кофе у них и на этом делают прибыль. Because we buy it directly from the plantations. Поскольку мы напрямую ведем закупки с плантаций. We save the profit from the association. И мы уже экономим этот доход, экономим прибыль ассоциации. Who sells to brokers? Далее, ассоциации в свою очередь продают кофе брокерам. And therefore we eliminate the brokers. Мы также удаляем это звено из цепочки. And the brokers trade it like a commodity, like oil, like wheat. И брокеры точно так, как, например, пшеницу или как нефть, продают кофе дальше. Great profits are made there. И на этом зарабатывают огромные прибыли. We eliminate that. Мы удаляем это звено. And then manufacturers take it and process it. Далее производители, они берут кофе и начинают его обработку. We are the manufacturer. Мы являемся производителем. So we eliminate that profit. Поэтому мы также удаляем это звено. Then they sell it to distributors. Далее они продают дистрибьюторам. We are the distributor. Мы являемся дистрибьюторами. So we eliminate that profit center. Поэтому мы также удаляем этот центр затрат. They sell it to retailers. Дальше продают розничным сетям, Who have lots of operating expenses. в которых также используется большое количество текущих расходов. And advertising. Они тратят также на рекламу. We are that person. Мы являемся этим звеном. So we eliminate that. Поэтому мы также удаляем и это звено. And then it gets to the end customer or the И consumer. только тогда кофе доходит до конечного потребителя. And so that's why we can do it. Именно поэтому мы можем это This сделать. bean costs 5 times more to buy. То есть это зерно на самом деле в 5 раз дороже стоит. Others don't use these health ingredients that we use. Другие компании не используют этих полезных ингредиентов, которые используем мы. They cost more money, lots. Поскольку на это стоит намного больших денег. It costs more money to cook it. Намного больше денег стоит обеспечить такой способ прожаривания Than кофе, to roast it. чем обычный технологический способ It costs прожаривания. more money to freeze grind it. Намного дороже стоит помол такого кофе в замороженном виде. But because we do all that, we save all that. Но поскольку мы все это делаем, мы также экономим на других элементах затрат. So now you have the world's finest coffee Поэтому у вас теперь самый лучший кофе в мире at a competitive price по конкурентной цене, that everyone can afford. которую может позволить себе каждый. A coffee that rates 95 Кофе, который набрал 95 баллов по шкале, on the scale. по этой шкале. 95, we believe. 95. Where most coffees you're buying are the 70. При том, что большинство других видов кофе вы покупаете, и оно соответствует 70 A баллам. world of difference in flavor. Это огромное отличие в плане аромата. And bad coffee. И Coffee that's более bad того, for вы you. покупаете кофе плохого качества Versus coffee that's good for you. по сравнению с тем кофе, который является полезным для организма. Is that not a story? Разве это не история сама по себе? Yeah. Who would not want this coffee? Кто бы не хотел попробовать такого кофе? Especially if it tastes delicious. Особенно если отличный вкус. And it does. И это на самом деле так. As you will soon find out. Как вы скоро узнаете. So, by eliminating 5 profit centers, Итак, убирая 5 центров затрат, you have the world's best tasting coffee. вы уже имеете самый вкусный кофе в мире. The only coffee I believe that truly is good for you Единственный кофе, который, я полагаю, является полезным для человека at a reasonable price. за разумную цену. And now we can pay you a commission on it that's spectacular. И в дополнение ко всему сказанному мы выплачиваем вам комиссионные To build wealth. для того, чтобы вы построили себе богатство. Yeah, lots of wealth. Много денег. So here's how we're packaging our coffee. Вот таким образом у нас упакован наш кофе. And by the end of next week, И к концу следующей недели we'll have the black coffee у нас будет черный кофе and a latte и латте, and a mocha. а также моко. Black is here now. Черный уже здесь есть. But by the end of the week, these will be. Но к концу недели уже будет латте и моко. And then within a few weeks, we'll have the coffee in the bag, like I said. Далее через несколько недель у вас также будет в таких мешочках, в таких упаковках кофе. So those 4 will be there. Поэтому эти 4 вида кофе уже будут в Украине скоро.
Now these coffees Вот эти остальные виды кофе, come in little pouches or sachets. они идут уже в таких небольших пакетиках. Like this. Вот как этот пакетик. So I want you to think of these in a different way. Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели на этот пакетик кофе иначе. You can take a cup of hot water and tear it and pour it in. Вы можете взять, например, налить себе горячей воды, налить себе кипятка и высыпать туда этот пакетик. And like that, И вот таким образом you have the world's best tasting health coffee. у вас будет самый вкусный и самый полезный кофе в мире. Just like that. Элементарно, моментально. In a black, which you can sweeten or do whatever you want with that cream. Обычно черный кофе, да, что вы можете сделать? Вы можете сахара добавить. Or a delicious latte or a superb Или mocha. вкусный латте, или превосходный мока. And so that's part of how you use it. Но это только один способ применения кофе. But the most important thing Но самый важный способ is this is a business tool. это то, что это бизнес-инструмент. This is the way I was talking to you at first. Вот это то, о чем я говорил с самого начала. With this business tool you can build a fortune. С помощью такого бизнес-инструмента вы можете обеспечить себе состояние. So don't think of it just as the world's best tasting. Поэтому не рассматривайте это исключительно как самый вкусный кофе в мире. That's part of it. Это только часть истории. But this is the most effective business tool you will ever have Это in your life. самый эффективный бизнес-инструмент, который может оказаться в ваших руках. But you need to know how to use it. Однако вы должны использовать как правильно, знать, как правильно его использовать. And that I'm going to show you. И это я вам покажу.